Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября. Вот давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем реалистами, всегда говорю об этом. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Ну, я первая надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и все равно, подключив интуицию, свое шестое чувство, какие-то ж подсказки вы определенно получите. Вот давайте мы спросим у карты. Первая карта традиционно, что важно знать. Может быть, какая-то тема наиболее активно у вас на неделе проиграется, ну или еще о чем-то нам напомнит карта. Чего не избежать или неожиданности. В случае Его Величества может быть и так. Чему сейчас не время или что нам может помешать, Козероги? А что будет помогать? Достанем карту, что скрыто. Вот то, что как будто в тени, за кулисами. Может быть, мы и сами чему-то не придаем значения. Нам кажется, как-то оно так само разрешится. Или, может быть, и есть какой-то момент, когда нужно тоже что-то предусмотреть. Давайте посмотрим дела, работа, бизнес по основным сферам жизни. Какова энергетика на финансы на эту неделю и в личной жизни. А также достанем карту совет, подытожим все карты выпавшие. Что-то же нам подскажут. Что важно знать. Ну, где-то не растеряться. Нам показано 7 кубков, а выбрать нужно как будто один. Может быть, и есть у нас много задумок, но уделить внимание чему-то одному наиболее важному. Остальное как будто само подтянется. Остальные сферы жизни догоняют что-то одно центральное. Может быть, по этой карте, ведь это семерка, а любая 7, если мы говорим про нумерологию, это пауза. Вся активность у нас происходит в 6 стадий. Почему 6 всегда какая-то победа в колоде Таро? Неважно какой масти, но это всегда вершина какого-то успеха или итога нашего дела. А 7 необходимая пауза для перезагрузки, с чем-то нам придется определяться. Вот и вам как будто тоже. Но ведь это состояние после как победы или успешного завершения чего-либо. Поэтому по этой карте вдохновение. Но оно нам где-то не должно помешать увидеть реальность вещей, картину какую-то, понимаете, то, что есть по факту, чего не избежать. Ну, правда, эмоций много, приятных. Вот то, что я говорила сейчас по тузу кубков, это вот через край даже эмоции. Может быть, у кого-то приятные события в вашей личной жизни, какие-то новости, может быть, стечение обстоятельств, вот, или вы что-то сделали правильно. Может быть, это и касается вашей работы, или, предположим, каких-то осуществления моего плана. Или пусть это одно, какая-то маленькая победа, но значит она и радует, и вдохновляет, открывает какие-то перспективы или просто придает уверенности в самом себе, желание жить, что-то менять, быть открытым миру, какие-то возможности, приятные эмоции. И по тузу кубков это, не случайно сказала, через край. Может проиграться не только личная жизнь, а любая сфера вашей жизни. Вот так вот. Чему сейчас не время, хандре какой-то, какому-то анализу, оглядываться назад или думать, вот я что-то совершил, у меня получилось, а вот есть еще какие-то пару деталей, которые у меня не получилось осуществить. Да и бог с ними, говорит нам карта. Самое главное развернуться и вместо вот этих 3 кубков, которые показаны нам на карте, и человек словно замер, он кроме них ничего не видит. Ни что вокруг, ни что сверху, ни то, что за спиной его 2 еще полных стоят. Вот этой какой-то хандре, какому-то анализу, глубокой философии, вот точно на этой неделе не место. И иногда, вот, кстати, по 5 кубков это ведь недостаток, недостаток где-то душевных сил или недостаток, как, знаете, собственные сомнения. И это бывает из-за усталости. Так устроен человек. Если мы устали, мы видим все проблемы, знаете, обостренно и искаженно, с одной стороны. Потому что вот те самые эмоции, они берут власть над логикой, над каким-то рационализмом, или они нам не дают увидеть, что есть на самом деле по факту. Поэтому вот этому всему не место.
точно не на неделе. Посмотрите, какие карты. Ну, правда, посмотрите, туз кубков, десятка кубков. Тут не до хандры. У вас что-то очень доброе, хорошее. Нам как раз помогает, как воодушевление, благополучие, может быть, признание в любви у кого-то, или то дело, которое вам удалось осуществить, или приятные новости от ваших близких, от вашей семьи. По десятке кубков это могут быть и дальние родственники, это еще какие-то предложения. Или есть какой-то момент, который вас вдохновляет, мои дорогие козероги. Ну, радуйтесь жизни, вот просто так нам говорит карта. Правда, и туз кубков с десяткой кубков. Что-то доброе, хорошее. Нету, как будто не время, понимаете, строить какие-то грандиозные планы на будущее, может быть, все же у нас семерка кубков, паузу сделать самое время, так и предаваться какому-то глубокомысленному анализу, что там получилось, не получилось, как будто не имеет это все уже значения. Что скрыто? Вы можете, вам говорят, наслаждайтесь жизнью. Правда, девятка кубков, финансовая стабильность. Хоть это и кубки, но это не про любовь, девятка кубков. Это карта эгоиста. Я ее так называю. Хотя в этой колоде это, знаете, причина и следствие. Причина и следствие, когда мы что-то сделали хорошо, и мы получаем вот результат, заслуженный результат. Как будто мы контролируем ситуацию, и наши приложенные усилия получается, как будто переходят в закономерный эквивалент материального успеха. Здесь материальный успех, когда мы занимаемся своей работой, получаем от этого удовольствие и дважды получаем удовольствие, потому что финансы нас как будто радуют. Вот такой успешный период жизни. Ничего не скрыто. Действительно, можно и нужно радоваться. Себя хвалить, себя чем-то побаловать, мои дорогие козероги. Вот такая неделя. Дела, работа, бизнес. Ну, посмотрите, весь мир у ваших ног. Карта мир, 21-й старший аркан. Правда, какой-то итог. Помимо, я бы сказала, не один итог. Не в одном каком-то деле. Несколько сфер жизни. И дай бог, действительно, чтобы проигралось то, что я говорила. Так оно часто и бывает в нашей жизни. Мы решаем один вопрос, а из других сфер жизни... Знаете, мы сами можем это случайно обнаружить, что, оказывается, кульминационный вопрос был именно по данной теме, потому что словно одно у нас завершается, и все остальные сферы жизни, они невольно подтягиваются, мы получаем какой-то баланс. Баланс как материальный, баланс душевный, баланс того, что мы видим четче какую-то ситуацию. Правда, радоваться жизни по карте мир, это у нас еще лавровый венок, и предполагается, может быть, и у кого-то, особенно, наверное, для людей, которые или творчеством занимаются, или ремеслом, или вы медийный человек, признание, заслуги, слава, популярность. Вот что-то такое, правда, может быть, вы правильно что-то сделали, и вас как-то отметят. Для кого-то из вас дела, работы, бизнес, вы можете заниматься вопросами отчасти решения документов или какого-то переезда, планировать как таковой. Или это будет смена работы по миру, это все-таки у нас пространство, интернет. Это может быть как работа, связанная где-то с перемещениями, работа удаленная, работа посредством интернета, IT какая-то сфера, или релокация офиса, тоже какой-то переезд. Но есть определенный переезд, перемещение, и есть еще расстояние какое-то, имеется в виду, может быть, и по времени. Мы словно подводим итог, но по карте старшего аркана мир это тот итог, который нам дает новые возможности на будущее. Это плавный переход в какую-то новую реальность. Вот у вас такие возможности, мои дорогие козероги, на неделе. Важно все рассмотреть, ничего не упустить. И по финансам нам сказали, что в принципе, да, как бы десятка кубков – это радость и благополучие, это когда все сферы жизни у нас в балансе. По девятке кубков мы тоже говорим о том, что это карта материального именно успеха, но у вас выпадает пятерка мечей именно на финансы, и значит, может быть, с кем-то был какой-то конфликт из-за финансов, или вы на этой неделе может быть, человек о себе напомнит или какая-то ситуация о себе напоминает, которая была прежде.
Мы можем и как раз завершить ту ситуацию, которая была с минусом, потому что получим деньги и решим какие-то вопросы. Но может быть также и человек, который доставил нам неприятных каких-то эмоций, снова о себе может напомнить. Знаете, что нам карта говорит на финансы? Понятно, что по пятерке мечей, если мы что-то вот по девятке кубков нам карта предлагает, правда, себя побаловать. Но это не значит побаловать там что-то грандиозное и без контроля. Нет, конечно. Это какой-то пустячок или то, в чем мы себе, может быть, отказывали длительное время. А здесь вот нужно себя хвалить, правда. Но по пятерке мечей это первая победа, поэтому в целом денег не даем в долг, дабы не дал в долг, не нажил себе врага, к примеру, да. Или где-то не увеличиваем какую-то пропасть, не создаем какой-то конфликт, и с финансами в целом будем внимательны, чтобы себя как будто в какое-то прежнее состояние не вернуть. Вот есть момент, может быть, семерка кубков, первая карта нам и говорит, что с чем-то мы не должны ведь тут просчитаться. Что-то одно центральное нам нужно держать постоянно под контролем. Может быть, это помимо эмоций, чувств, это еще какую-то финансовую ситуацию. Мы с чем-то не должны просчитаться. Может быть, какой-то конфликт не разжечь на почве финансов или выяснение отношений, или, может быть, у кого-то были вопросы в суде, и там тоже проходили прения, слушание по поводу раздела имущества или еще что-то. Здесь у вас, знаете как, может что-то завершиться, правда, но будет завершаться отчасти, когда вы, может быть, пойдете на какой-то компромисс. По пятерке мечей, то есть нет борьбы как таковой, но она как будто была. Тут именно в прошлом нам ситуацию показывают. И мы ее теперь обновить, с одной стороны, не должны. Или какой-то спор, в котором мы прежде не достигли победы, или мы с кем-то не договорились. Все же нейтральная позиция, она для вас преимущественна. Почему? Нам герой показан, посмотрите, у него все мечи. Да, обстановка такая мрачноватая, то есть нам показывают ресурсного героя, но он никому ничего не доказывает и ни с кем не сражается, не борется. Он остановился и сохраняет свои позиции и наблюдает. Ну вот, наверное, где-то так вам по финансам карта советует распланировать, может быть, те самые деньги или какие-то вопросы с денежным подсмыслом решать где-то так же. Мы себе не должны навредить, но и с другой стороны мы не должны спровоцировать какой-то конфликт. А если даже нас на какой-то конфликт вызывают через деньги, нейтралитет. Все-таки по пятерке всегда, когда пятерки выпадают, мы держим позицию стороннего наблюдателя. Смотрим, как развиваются события. Тут будет важно не встрять раньше времени. У нас хватит сил как бы доказывать что-то. Но карта пятерка, она уже предполагает, что мы ни с кем не договоримся, ничего никому не докажем. Как будто нет смысла силы тратить. Вот продумайте, что там у кого-то может означать эта ситуация или карта по пятерке мечей. Личная жизнь, королева мечей. Вот тоже, да, вот какая-то у кого-то личная история, которая с финансовым подсмыслом. У кого-то это правда может проиграться через суд или медиаторство, когда нам нужно договориться. И знаете, по королеве мечей мы можем договориться, если мы примем какой-то компромисс, может быть, почетный, и вы его как раз сможете найти. То есть мы можем стоять словно, знаете, на такой развилке. Или я беру компромисс, и какая-то история в моей жизни завершается навсегда. И даже если есть у меня эти сожаления, не совсем на 100% это идет так, как я хочу. Но если мы как бы какие-то подвижки для себя делаем, да, дабы в чем-то более крупно важном выиграть, чтобы завершить, может быть, то, что длится уже длительное время, то тогда мы себя потом, я могу сказать, похвалим. А можем и где-то не идти на уступки, и тогда, затянем какой-то либо конфликт, либо разбирательство. Но вот это будет касаться только тех, для кого это наиболее актуально. Мы вообще в этот период по королеве мечей либо можем столкнуться с человеком, который рожден под знаком зодиака, может быть, стихии воздуха. Это у нас близнецы, весы, водолей. Или
по Луне знак или по асценденту имеет. Или, знаете, по этой карте идут иногда учителя. Нас кто-то может учить жить, а нам это не понравится, и мы захотим, ну, так коротко и ясно ответить. Но так или иначе, вот не время как будто конфронтации. У вас сейчас прекрасный период жизни. Время наслаждаться этой жизнью, себя чем-то баловать, радоваться. И если даже от вашего счастливого вида кому-то становится плохо, так вот не время тому, чтобы мы наступили на горло словно собственной песни или ну, где-то ушли в какие-то разочаровывающие эмоции. Или если нам, посмотрите, две пятерки, может быть, кто-то напоминает о какой-то вашей позиции или о каком-то вашем промахе, который был уже в прошлом, может быть, и действительно имело место быть, тогда будьте просто мудры. Внимание к деталям. На этой карте именно изображена, обратите внимание, внизу кошка, милое животное, и птица. Птица – это прообраз информации. Вы можете получить, козероги, какую-то информацию, которая вас подвигнет на какой-то импульсивный шаг. И вот эта птичка, которая приблизилась к кошке, все вверху как будто парят птицы, а одна решила рискнуть. Так вот, не место риску на этой неделе. И это не обязательно нам говорят про личную жизнь, про любовь. Нет. Тут ведь может ситуация быть по работе или еще по каким-то вопросам. Это ситуация, которая может быть связана и с законодательством каким-то, или знанием законов, или как сделать что-то по правилам. Так вот, птичка наивная, но мы не должны быть такие наивные, потому что кошка, она выглядит только, нам карта говорит, мило, но мы-то с вами знаем, что прыжок, бросок кошки молниеносен, а когти чрезвычайно остры. Поэтому то, что выглядит мило или как-то, ну, безобидно, это не значит, что таково содержание. Поэтому, ну, берегите себя, мои дорогие козероги, есть такой момент. Дважды есть такой момент. Человек, мы можем столкнуться с рыцарем мечей. Это, пусть не в этой колоде, в другой колоде. Второй иллюминатов – борец без причины. Это люди, у которых сложный характер, которые пытаются нам что-то доказать. Или чтобы мы приняли их точку зрения. Или они имеют какую-то теорию свою или идею, и они нам ее пытаются насаждать. И карта-то тоже говорит, держись сторонним наблюдателем. Это когда нас пытаются в какой-то конфликт тянуть, и мы не должны быть втянуты. Но карта нам помогает как раз. Со знаком плюс она проигрывается в том случае, если мы найти должны какую-то информацию по интересующему нас вопросу. Как это сделать по закону, или как это сделать правильно, или как нас закон в какой-то конкретной ситуации защищает. Правда? Никак себя риску повергнуть мы не должны, как просчитаться мы не должны буквально, так мы должны знать, как работает закон. Для кого-то из вас это может, знаете, как тайное становится явным, все три карты проиграются. И не обязательно, что это по личной жизни, тут ведь и финансы, и личная жизнь, которая может говорить о разных сферах нашей жизни, и карта совет – мы должны быть более рациональны. Есть, видимо, в вашей жизни, мои дорогие козероги, на этой неделе какой-то вопрос, либо составляющая, которую нужно решать безэмоционально, это точно, и себя подстраховать, и, может быть, даже узнать, как работает закон в отношении вас. С чем-то не должны просчитаться дважды. Хотя сама по себе энергии прекрасные на этой неделе. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.